Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня я решил показать вам мой район. Я уже делал похожее видео 2 года назад. Вы можете посмотреть его здесь, но не сейчас. Потом я переехал в новый дом, и мой район немножко изменился. Поэтому давайте вместе пройдемся и посмотрим, что же здесь есть нового и интересного. Поехали! В прошлый раз, когда я делал это видео, это был вьетнамский Новый год, и там было очень много таких деревьев. Но сегодня уже вьетнамский Новый год закончился, он был 1 месяц назад, поэтому вы не увидите красивых деревьев. Здесь есть много других деревьев. Также кто-то меня попросил, чтобы в моих видео было больше коровок. И вот здесь одна пришла ко мне в гости. Эта корова, к сожалению, очень худая. Я не знаю, почему ее так мало кормят. Если вы видите, здесь у нее кости, да? Вот она, маленькая моя. Но мы иногда их подкармливаем. Раньше мы кормили их больше, но сейчас, к сожалению, у нас очень мало времени. И не так часто мы их кормим. Но, тем не менее, здесь очень много все равно коров, телят. Да, телята – это маленькие коровы, детки коров. И да, это очень классный район. Мне здесь нравится больше, потому что здесь очень много пространства, да. То есть все очень зеленое. И, как правило, здесь очень тихо. Конечно, кроме тех моментов, когда у людей какой-то праздник или день рождения, да, и они устраивают вечеринку, они поют очень громко караоке, но здесь бывает это не очень часто, так что все нормально. Одену-ка я очки, а то в солнце еще светит, и я морщусь вот так. Вот, с очками мне так намного удобнее и комфортнее. Как я уже сказал, в нашем районе очень много коров, очень много курочек, очень много собак. Да, и очень много людей тоже. Xin chào. Xin chào. Khỏe không? Khỏe. Bình thường à? Да, как правило, соседи у нас довольно дружелюбные. Мы не имеем никаких с ними проблем. Вот, они всегда, если что, могут помочь чем-то, но, конечно, наших соседей у нас в доме нет стенки, как сказать, есть одна стенка, через которую есть дыры. Я вам покажу ее вот здесь. Так она выглядит. Вот. И поэтому мы всегда хорошо слышим все, что происходит у наших соседей дома. У них есть 2 маленьких ребенка, поэтому это полный караул. То есть это значит, что всегда шумно, всегда плачут дети. Да, в общем, не очень приятно, скажем так. Но у нас есть собаки, да, и наши собаки тоже очень громко лают. Они вуф-вуф. И поэтому я думаю, что они тоже не очень рады тому, что мы у них являемся соседями. Вот здесь это алтарь. Перед каждым домом здесь, в центральном Вьетнаме, люди ставят маленький алтарь, на котором есть фрукты, есть цветы, как правило, и они зажигают, если видите здесь, это благовоние. Это они делают для того, чтобы духи, которые живут здесь, их предки, они могли найти дом, прийти и покушать. Ладно, не буду я пугать собак. Как правило, во Вьетнаме собаки очень дружелюбные. Они никогда ни на кого не нападают. Да, но они немножко боятся людей. Вот.
как бы не без причин, скажем так. Hello! У меня есть такая шутка, которую я всегда говорю друзьям. Потому что, возможно, вы знаете, когда люди становятся докторами, они принимают клятву Гиппократа, что означает, что они должны лечить всех людей, кому нужна помощь. Вот. Я думаю, что когда я стал учителем английского во Вьетнаме, я принял такую неофициальную клятву, что я должен сказать «hello» каждому ребенку, который мне скажет «hello». Вот, поэтому каждый день, когда я вижу детей, и они мне говорят 10 раз, 100 раз, я всегда отвечаю «hello». Вот, когда я сюда только приехал в этот район, я видел эти озера, я думал, так много здесь озер. Но на самом деле это не озеро, это ферма по выращиванию креветок, а также рыбы. Вот. Так что во всех этих маленьких озерках, которых здесь очень много, всегда находится очень много рыбы и креветок. Конечно, я этому не очень рад. Как вы знаете, я люблю животных, я их не ем. Но на этом люди зарабатывают деньги. Это их, так сказать, это их кормит в буквальном и в переносном смысле. Этот бизнес, да. Но я надеюсь, что в будущем все-таки люди смогут найти другой способ зарабатывать деньги, и эти озера превратятся в настоящие пруды для, не знаю, просто где могут плавать люди, отдыхать животные, плавать животные, плавать рыбы, отдыхать люди. Вот. Но посмотрим. Всему, конечно, свой час. Еще недавно здесь была очень плохая дорога, но, как вы видите, сейчас они уже все отбетонировали, то есть они все покрыли бетоном, поэтому здесь очень приятно гулять и приятно ездить на велосипеде. Может быть, даже можно попробовать кататься на скейтборде. Я не пробовал, но я думаю, что это хорошая идея. У меня раньше был скейтборд, когда я был в России. Я катался в рампе, мне очень нравилось кататься. Ну что такое, маленький? Ну что ты хочешь? Покажи, какой ты хороший мальчик. Или девочка. Кто ты у нас? Также здесь очень много туристов, которые любят кататься на велосипедах. Как правило, это люди из Германии или из Голландии, потому что они все очень высокие. Сзади меня настоящий вьетнамский трактор. Дело в том, что здесь, в этом районе, живут те люди, которые выращивают креветки, собирают пальмы, сейчас я про это еще расскажу, а также эти люди, они сеют рис. Да, и мы сегодня еще посмотрим на рисовые поля дальше в нашем видео. И когда нужно сеять рис, когда нужно вспахивать поле, то они используют эти трактора. Сзади меня сейчас вы видите пальмы. Это кокосовые пальмы, но это пальмы не того кокоса, который вы обычно пьете или едите. Это называется водный кокос, и он не дает вот эти фрукты, орехи, да? Но его используют, эти листья, для того, чтобы делать крышу у домов. Они их срезают, сушат, немножко их переплетают, и потом можно сделать хорошее покрытие для крыши. Как вы видите здесь, они уже отрезали очень много пальм, да, а новые вырастают. Вот. Так что каждый раз они их срезают, и новые вырастают. Это очень удобно. Даже символ этого района, где я сейчас нахожусь, это пальма. Они даже построили статую этой пальме, потому что их так много здесь. И также здесь еще люди организуют туры, в которых они плавают на таких маленьких лодочках вдоль этих пальм. Возможно, вы видели мое видео, где я
отдыхал с родителями и плавал на каяках. Но здесь они плавают не на каяках, они плавают на традиционных вьетнамских лодках, которые я сейчас вам покажу. Вот сейчас я нахожусь в одной из этих лодок, и эта лодка, она абсолютно круглая. Казалось бы, почему лодка круглая? Обычно у лодки есть нос, да, есть задняя часть, чтобы она могла идти по течению, разбивать воду. Но это абсолютно круглая лодка. А дело в том, что когда были здесь французы, они колонизировали Вьетнам, они хотели брать с людей налоги, то есть деньги, за лодки. И тогда вьетнамцы такие, а мы сделаем большую корзину, да, то есть это как корзина. И это не похоже на лодку, потому что это как корзина, большая корзина. И тогда французы не могли сказать, что это лодки, потому что это не лодка. Но вьетнамцы, они умные, они научились плавать на этих лодках. И да, с тех пор традиция такая осталась. И если посмотреть, то мы видим, что эта лодка, она покрашена, но она, я думаю, тоже сделана либо из бамбука, либо из вот этих листьев кокосовых, водного кокоса. Ну, я точно не знаю. Вот, как я уже говорил, получается, здесь есть эти маленькие каналы, по которым люди плавают на этих круглых лодках. Вот, и это можно заказать тур. Так что, если вы хотите сюда приехать и поплавать на лодке, то милости просим. Но я считаю, что на каяке это все-таки интереснее. Эта лодка, она немножко скучная и не очень удобно на ней плавать. Можете сами попробовать. А сейчас пойдем посмотрим на статую, которая посвящена этим листьям. Вообще сейчас такое время, то есть примерно 5 часов вечера, и это самое красивое время, время заката. Но, как правило, на главной дороге очень много людей, потому что сейчас время, когда все дети возвращаются со школы. И сейчас мы видим, нет ребенка, удивительно. Вот. Но здесь, немножко подальше от главной дороги, очень тихо, очень приятно. И, как правило, это то, почему я люблю Вьетнам. И, как всегда, по этим дорогам я всегда обычно катаюсь на велосипеде. Обожаю велосипед, не знаю, как вы, друзья. Лучшее средство передвижения. Но сегодня я решил пройтись пешком. И тоже классно, на самом деле. Я думаю, что это разные чувства, когда ты едешь на велосипеде, когда ты едешь на мотоцикле, когда ты едешь на машине или когда ты идешь пешком. Всегда те же самые места ощущаются по-разному. Советую вам, друзья, попробуйте. Когда вы обычно идете на работу пешком, поедьте на велосипеде. Если вы ездите на машине, то попробуйте пройтись пешком. Вы почувствуете это совсем по-другому. Вот мы и вышли на главную дорогу. Здесь самое красивое место, мне кажется, в Хой-Ане. Самый красивый вид открывается. Сейчас вам покажу. Ну, конечно, куда же без кладбища. Здесь всегда есть большое кладбище, почти везде во Вьетнаме. И очень часто, когда я еду по утрам, я слышу, я вижу похороны. То есть хоронят человека. Но вид это вон там. Вон там классный вид. Вот, как вы видите, здесь они сушат эти пальмы, как я уже говорил. И потом из них они делают крышу для дома. А вон там, вдалеке, попробую сейчас приблизить. Вот, видно? Ну, как обычно, у меня возникли проблемы со звуком, поэтому я решил записать дома. В общем, да, эта статуя посвящена этим пальмам. Видите, они похожи.
Но раньше я думал, что это какие-то крылья какой-то птицы непонятной, но нет, это статуя для этих пальм. Да, то есть я всегда, когда иду в спортзал, я проезжаю это место, как я уже говорил, это кладбище, здесь вы можете видеть могилы, да, вьетнамские обряды захоронения людей, это что-то с чем-то. И я не буду сейчас все это описывать. А вот с другой стороны открывается уже более приятный вид, да? Уже не могилы, уже не кладбище. Уже ты не думаешь о смерти или о чем-то плохом. А просто душа поет, сердце поет. Когда оно видит эти прекрасные рисовые поля. Давайте немножко пройдемся здесь по ним, да? Так, здесь опасно, потому что очень, как сказать, влажно, и я могу потерять мои тапочки. Как вы думаете, стоит мне рискнуть? Скажите, поставьте лайк, если мне стоит рискнуть, потому что здесь очень влажно, и я могу наступить, это как болото, и потерять мои тапочки. Но ради вас я попробую. Давайте посмотрим, что получится. Вот мы, рисовое поле. Так, давайте посмотрим вниз. Да, вот она, грязь наша, вот. Так, ну вот мои тапочки. Идем потихоньку. Наступаем. Пока нормально. Так, тут уже опасно. Так, нет. Уже проваливаюсь. Так, подождите, надо найти кочку. Вот, кочка безопасная. Вторая кочка безопасная. Третья кочка. Окей. Ура! Тапочки на месте! Так просто сидишь здесь и слушаешь звук ветра, как он играет с этим рисом, с колосками риса, с листьями, как птички поют. И так хорошо. И не хочется больше никуда идти и ничего не делать. Просто хочется сидеть и слушать. Но, к сожалению, там есть звуки машин немножко. Как я говорил, видите, самое красивое время, самое суетное. Да? То есть все куда-то ездят, что-то делают. Но если абстрагироваться от тех звуков машин и просто вот попытаться насладиться звуками природы, это просто хорошо, прекрасно. Ну все, друзья, я думаю, что этого будет достаточно на сегодня. К сожалению, мне нужно идти домой, и у меня нет времени записать для вас таймлапс с закатом. Но когда-нибудь я это сделаю обязательно. Вот. А пока, пожалуйста, пишите мне в комментариях, что вы думаете о том месте, где я живу. Хотели ли вы тоже здесь жить? И если да, то приезжайте в гости. Я помогу вам с тем, чтобы найти дом, чтобы обустроиться. И будем практиковать русский вместе. И также хочу, конечно, сказать спасибо Лиз, спасибо Джоэл, моим дорогим патронам, без которых я бы не мог делать эту классную работу и помогать вам с русским. Если вы также хотите меня поддержать и хотите стать моим патроном, то можете перейти вот здесь по ссылке, и там вы найдете транскрипции для всех эпизодов и кучу других плюшек. А сейчас до скорого, друзья! Желаю вам хорошего дня и пока-пока!